Сегодня прекрасная погода в Альтеа. Прошел дождик. Прекрасно дышится. Чистая водичка. Я почему-то решил проэкспериментировать, надеть контактные линзы. И не с первого раза, но мне это удалось. Руки помнят, ребята, руки помнят, никуда не деться. Я носил одно время, вернее, даже не одно время, несколько лет подряд носил контактные линзы. И видите, все получилось. Кстати, классная двойная была радуга. Удалось заснять. Выложу ее отдельным видосиком на канале. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. Значит, Кстати, взял опять интервью. Теперь на английском языке. У молодых школьников. Как правило, школьники знают английский язык. Может быть, стесняются больше, чем не могут говорить. Но мальчик из Нидерланд переехал 2 года назад и говорит: я стал самым счастливым человеком. В плане, если у тебя есть деньги, в плане жизни, конечно, в Испании удовольствие от каждого дня получать легко, если у тебя есть деньги, подчеркиваю. В этом смысле тут полно возможностей. Собственно говоря, вся испанская жизнь и весь уклад испанской жизни построен по принципу получать удовольствие от каждого дня нахождения здесь. Вот. Подпишитесь на меня, на канал «Журналист в Испании», Journalist in Spain. Поставьте мне лайк, напишите комментарий. В общем, очень интересно ваше мнение. На самом деле, с несколькими подписчиками у меня наладилось такое конструктивное общение. Они мне подкидывают идеи. Вы тоже можете мне подкидывать идеи. Вот. Написать, о чем снять еще видео, о чем рассказать. Может быть, что-то по Испании вам интересно. По Франции, которую я люблю, в которой я часто до этого бывал. По Бельгии, где я прожил определенное время. То есть давайте, рассказывайте мне, о чем рассказать. Я готов вам эту информацию предоставить. Вот. И раз я надел контактные линзы, давайте расскажу, как я потерял зрение по принципу советской медицины. Да, все противоположные точки зрения существуют про медицину в Советском Союзе. Зрение я начал терять в 1988 году. Видимо, это было связано с тем, что у меня активно рос организм, череп. Вот. А может быть, это было связано с тем, что я прочитал за лето очень много книг. Так совпало. И, соответственно, сильная большая нагрузка на глаза. Как я узнал, что я начал терять зрение, я начал получать плохие оценки. То есть я сидел на, по-моему, 3-й или 4-й парте и плохо видел, что было на доске написано. Начал получать плохие оценки по математике. Предположили, что дело в том, что я плохо вижу. Пошли к врачу, выяснили, что у меня минус 0,6. То есть всего лишь 0,6 диоптрий, даже не минус 1, а всего лишь 0,6 диоптрий. У меня было ухудшение зрения. Вот. И, соответственно, я думал, что мне может быть назначено какое-то лечение, но нет. Мне выписали, потому что школьная программа двигалась вперед. Мне выписали очки. И это, представляете, когда у вас болит нога, вам вместо того, чтобы ее лечить, вам говорят: все уже, ничего не поделать, вот вам костыли. И мне выписали эти костыли, то есть очки. Пересадили на первую парту. Учиться я стал лучше. Собственно, я и закончил школу с серебряной медалью. Но зрение из-за того, что глаз перестал работать,
перестал туда-сюда работать мышцы и фокусировать хрусталик с этими костылями. Все. -1, -2. То есть я по-прежнему много читал. Вот. Готовился к поступлению в университет. Плюс еще много работал на компьютере. Как раз тогда у меня начались занятия в том, что называется УПК. И все. Зрение начало падать. Да, и тогда же в советское время мне выписали как возможную терапию, хоть какую-то, выписали мне линзы. Помню, что они были очень толстые такие. Вот, я их носил, не самое приятное удовольствие было их в глаз засовывать. Но они были такие удобные для надевания, потому что полимер, с которого они были сделаны, такой достаточно толстый. Удобно было учиться надевать линзы. Вот. Ну, а потом уже, когда у тебя зрение -2,5, я пытался гимнастикой Бейтса заниматься. Есть такой известный коуч по исправлению зрения. Ну, что-то на мои сейчас -4,5 это уже никак не работает. Хотя, конечно, без очков намного приятнее. Ну, хотя бы из-за того, что ты можешь заниматься спортом активным. Я почему линзы носил в университете, и потом я еще носил их в старшей классе школы, потому что занимался боксом, в университете бадминтон играл, ну, то есть, соответственно, в очках это было сделать нереально практически. Вот. Так что с точки зрения офтальмологии я бы не сказал, что Советский Союз помог мне. Скорее наоборот. Там, где нужно было лечить и исправлять гимнастикой и терапией какой-то, меня загнали в эту очковую зависимость. Да, конечно, напялить очки с утра и пойти куда-то намного легче, чем заниматься управлением зрением. Ну и плюс, извините, айтишники, мы все инвалиды, у нас у всех плохо со зрением, к сожалению. Вот, может быть, тогда еще просто медицина была не готова к такому такой повальной потере зрения. Ну вот, ладно, всем пока. Пишите мне комментарии, какие у вас случаи были с медициной советской. Вообще тема медицины очень интересная. Сравнивать Россию современную с Испанией, Советский Союз с Россией. Так что пишите. К сожалению, моей дочке тоже выписали очки. Потому что это самое простое, чем лечить. Ладно, всем пока.